Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Я вяжу себе пляжную тунику вот таким замечательным узором и снимаю подробный попетельный мастер-класс. Видео я поделила на несколько частей. В первой части видео я сделала все необходимые расчеты для вязания круглой кокетки. Во второй части мы вместе с вами связали круглую кокетку, а в этой части покажу вам, как я вяжу азиатский росток вместе с подрезами. Все части видео по вязанию такого изделия вы найдете внизу в описании под этим видео, а также я добавлю подсказку на плейлист в правом верхнем углу экрана. Обязательно посмотрите. И в самом начале хочу попросить вас о поддержке. Если вам нравится вязать вместе со мной, то, пожалуйста, поддержите мой канал подпиской, лайком или комментарием. Итак, давайте приступим к вязанию азиатского ростка вместе с подрезами. Необходимую высоту кокетки я провязала. По моим расчетам у меня получилось 64 ряда. В сантиметрах это 16,5 сантиметров. Так как я определила, что на мой размер необходимо взять 14 раппортов. В раппорте сейчас 20 петель, значит на спицах 280 петель. Делим петли на рукава, на перед и на спинку. На рукава по расчетам мне необходимо взять 54 петли. На перед я взяла 91 петлю, и на спинку у меня осталось 81 петля. Как рассчитать, сколько петель взять на рукава, на перед и на спинку, а также как распределить петли, я показываю вам в первой части видео. Итак, у меня получилось, что на перед я взяла 3 полных раппорта и 2 неполных раппорта. От изнаночной петли у меня 13 лицевых петель. И с другой стороны также от изнаночной петли 13 лицевых петель. На рукава я взяла полных 2 раппорта и 2 раппорта неполных. Здесь у меня от изнаночной петли 2 лицевых петли, с другой стороны от изнаночной петли дорожки 7 лицевых петель. И по спинке 3 полных раппорта и 2 неполных раппорта. Здесь от изнаночной петли 8 лицевых петель с одной стороны и с другой стороны. И обратите внимание, что у меня начало ряда вот с этой стороны. Это у меня спинка. И вот у меня начало ряда. Идеальный вариант, когда маркер, который отделяет спинку от рукавов, у вас попадает на начало ряда. Но у меня так не получилось. Если у вас попал маркер на начало ряда, то лучше распределить петли так, чтобы у вас начало ряда было вот в этом месте. Тогда росток вы начнете вязать по лицевой стороне. Но у меня маркер не попал на начало ряда, поэтому я начало ряда делаю с этой стороны и распускаю эти петли перед тем, как начинаю вязать росток. И первый ряд ростка у меня будет по изнаночной стороне. Почему я так решила? Потому что я росток буду вязать тем же узором, которым вязала кокетку. И представьте себе, что у меня начало ряда было бы вот в этом месте. Так как мы росток вяжем поворотными рядами, то мне придется часть ряда вязать как четные ряды, а часть ряда как нечетные ряды. И в обратную сторону часть ряда придется вязать как четные ряды и часть ряда как нечетные ряды. Но это очень неудобно, поэтому я решила начало ряда оставить в этом месте. Перед вязанием ростка я распущу эти петли. Здесь повешу маркер начала ряда. Когда я подниму петли с ростка, с подреза, замкну вязание в круг, начну вязать рукава по кругу, то это место начала ряда будет совершенно незаметно. Но есть небольшой нюанс. Кокетку я провязала 64 ряда. Далее буду вязать росток. Первый ряд ростка у меня будет изнаночный, а изнаночные ряды лучше вязать теми рядами, которые вяжутся по узору. По узору у меня вяжутся все четные ряды. Поэтому мне сейчас придется распустить 64 ряд для того, чтобы первый изнаночный ряд ростка вязать по узору. Если вы не планируете росток вязать узором, а хотите связать лицевой гладью, то с какой стороны у вас будет начало ряда, с этой или с этой, не имеет никакого значения. Я даже видела, что некоторые девчонки начало ряда делают прямо посередине спинки. И когда они вяжут росток лицевой гладью, то перехода рядов совершенно незаметно. Итак, сейчас я распущу 64 ряд.
распущу вот эти петли и на спицах оставлю только петли спинки для вязания ростка. У меня это 81 петля. Распустила я 64 ряд, перенесла петли переда и рукавов на дополнительную спицу, и сейчас у меня на основной рабочей спице находятся только петли спинки. Сделала я схему, по которой буду вязать росток, и на схему для наглядности нанесла последний провязанный 63 ряд. И первый ряд ростка мы будем вязать по изнаночной стороне по узору слева направо. Второй ряд у нас будет лицевой, и мы его будем вязать справа налево. Я указала раппорт моего узора. У меня на спинке получается 3 полных раппорта. И на ростке мне необходимо провязать точно такой же треугольник, который был провязан последний на кокетке. Когда мы с вами вязали кокетку, то каждый следующий треугольник был больше предыдущего на 2 петли. Но на ростке мне необходимо, чтобы был треугольник точно такого же размера. Поэтому схему я немножко изменила. И во втором ряду, это первый ряд формирования треугольника, мы делаем накиды после изнаночной петли и перед изнаночной петлей. Но для того, чтобы треугольник не увеличился, 3 центральные петли провяжем вместе лицевой петлей. Остальные ряды вяжем точно так же, как мы их вязали на кокетке. На узоре я больше останавливаться не буду, покажу вам только, как я буду делать прибавки на подрезы. Я решила на подрезы добавить 8 петель. 4 петли будут прибавлены через ряд, и 4 петли я добавлю в каждом ряду. Первая прибавка будет сделана во втором ряду, но не за счет добавленной петли, а за счет вот этого накида. Обратите внимание, что у меня полностью раппорт не входит, и во втором ряду у меня получился только один накид. За счет этого у меня добавится 1 петля с одной стороны, и 1 петля добавится с другой стороны. Следующий третий ряд изнаночный мы вяжем по узору без прибавок. В четвертом ряду мы делаем следующую прибавку. И обратите внимание, я прибавку буду делать сразу после кромочной петли. Если у вас по узору получается снять кромочную, провязать лицевую петлю, а потом сделать прибавку, это прям замечательно. Но у меня, вот видите, здесь никак не влезало. Поэтому я буду прибавку делать сразу после кромочной петли с одной стороны и с другой стороны. И вот здесь вот я провяжу 2 петли вместе лицевой петлей, потому что у меня вот здесь один накид. Мы обычно 3 петли провязывали вместе лицевой петлей, но так как влезает только один накид, то центральные петли провяжу только 2 вместе лицевой петлей. И с другой стороны также будет сделана прибавка перед кромочной петлей. Следующий пятый ряд изнаночный вяжем по узору. В шестом ряду делаем следующую прибавку сразу после кромочной петли. 2 петли центральные провязываем вместе лицевой петлей. С другой стороны также 2 петли провязываем вместе лицевой петлей и прибавку делаем перед кромочной петлей. В седьмом ряду провязываем без прибавок по узору все петли. В восьмом ряду делаем снова прибавку после кромочной петли и 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. В конце ряда также делаем прибавку перед кромочной петлей. В девятом ряду прибавок мы не делаем, вяжем по узору. С 10 ряда начинаем делать прибавки в каждом ряду и в лицевом, и в изнаночном. В 10 ряду делаю прибавку после кромочной, и вот здесь центральные петли провязываю уже 3 центральных петли лицевой петлей, потому что у меня влезает уже 2 накида. С другой стороны также у меня влезает 2 накида, 3 петли провязываю вместе лицевой петлей и делаю прибавку перед кромочной петлей. 11 изнаночный ряд делаем прибавку после кромочной петли по изнаночной стороне. С другой стороны также делаем прибавку перед кромочной петлей. В 12 лицевом ряду делаем прибавку после кромочной петли. Также тут 3 петли вместе провязываем лицевой петлей. И в конце ряда также делаем прибавку перед кромочной петлей. В 13 изнаночном ряду делаем прибавку по изнаночной стороне после кромочной петли. И с другой стороны ряда также делаем прибавку перед кромочной петлей. 14 ряд провязываем уже без прибавок. Итак, мы добавили 8 петель, 4 петли прибавили через ряд и 4 петли прибавили в каждом ряду. Но по расчету мне нужно сделать на подрез 14 петель. Значит, оставшиеся 6 петель
я прибавлю обычным способом, воздушными петлями. Решила вам показать на готовом ростке, почему в ростке прибавки на подрезы я делаю именно так. Обратите внимание, что у меня росток плавно переходит в подрезы. Не под 45 градусов, а именно вот так плавно полукругом. Чтобы у вас так получилось, необходимо несколько рядов провязать без прибавок, затем несколько рядов провязать с прибавками через ряд и в конце делать прибавки в каждом ряду. У меня первая прибавка получилась во втором ряду, но не за счет того, что я добавила здесь петлю на подрез, а за счет вот этого накида, который мне необходимо было делать по узору. В ростке на подрезы я добавила 8 петель. Сделала я это потому, что по расчету мы посчитали, что на подрезы мне необходимо взять 14 петель. И из этих 14 петель мне необходимо в рукав поднять также 14 петель. Но так как у нас вывязан азиатский росток, то петли я буду поднимать не только из подрезов, но и из ростка. Так как росток я вывязала за 14 рядов, значит у меня вот здесь 7 кромочных петель. Из каждой кромочной петли я подниму по одной петле в рукав. И из 6 петель подреза я также подниму 6 петель. То есть всего в рукав я подниму 7 плюс 6, 13 петель. Одну петлю я оставила про запас, потому что вот в этих местах приходится поднимать лишние петли, чтобы здесь не было дырочек. Но даже если вы поднимете несколько лишних петель в рукав, то погода это не делает. В следующей части видео я вам покажу, как я подниму петли из подреза, из ростка, замкну вязание в круг и буду вязать рукава по кругу. Ссылку на следующую часть видео вы можете найти внизу в описании под этим видео, а также я добавлю подсказку в правом верхнем углу экрана. Обязательно посмотрите. И еще забыла сказать, когда я показывала вам эту схему я делала в программе Томика. В этой программе я не смогла найти значка прибавка с наклоном вправо и с наклоном влево. И взяла вот этот значок, который обозначает вывязывать из поперечной нити одну лицевую скрещенную. И еще я не нашла кромочную петлю, и кромочную я обозначила вот таким черным кружочком. Все схемы, которые я вам показываю, вы также можете найти внизу в описании под видео, а также я добавляю их на своем канале во вкладке сообщества. Обязательно посмотрите. Итак, давайте приступим к вязанию ростка. Первый ряд ростка вяжем по изнаночной стороне. Первую петлю снимаем как кромочную и хорошенько ее подтягиваем. Далее все петли вяжем по узору. Накид провязываем изнаночной петлей, над изнаночной вяжем изнаночную петлю, над лицевой вяжем лицевую петлю. И так вяжем до конца ряда. Второй ряд ростка вяжем по лицевой стороне. Здесь мы прибавок никаких не делаем, но за счет того, что у меня перед изнаночной петлей по узору необходимо сделать накид, у меня добавится одна петля. Первую петлю снимаем как кромочную, хорошенько ее подтягиваем. Далее вяжем, соблюдая узор. Перед изнаночной петлей делаю накид, за счет этого у меня добавится одна петля. Провязываем петли дорожки. Дошли до раппорта, делаем накид после изнаночной петли и перед изнаночной петлей. И чтобы размер треугольника у нас не увеличился, 3 центральные петли провязываем вместе лицевой петлей. Накид. Вяжем до 3 центральных петель лицевыми петлями. Три центральные петли провязываем вместе лицевой петлей за задние стенки. Вяжем до изнаночной петли и перед изнаночной петлей делаем накид. И так вяжем до конца ряда, соблюдая узор. В конце ряда у меня после изнаночной петли идет накид. Оставшиеся петли провязываю лицевыми петлями. И последняя петля изнаночная. Третий изнаночный ряд ростка вяжем по узору. Первую петлю снимаем как кромочную, хорошенько ее подтягиваем. Над изнаночной вяжем изнаночную, над лицевой лицевую. Накиды провязываем изнаночными петлями. И так вяжем до конца ряда.
С 4-го ряда начинаем делать прибавки на подрезы. Я прибавку буду делать сразу после кромочной петли. Было бы замечательно, если у вас по узору получается после кромочной петли провязать хотя бы одну петлю, а потом сделать прибавку. Но у меня по узору так не получается, поэтому я прибавку буду делать сразу после кромочной петли. С этой стороны буду делать прибавку с наклоном влево, с этой стороны буду делать прибавку с наклоном вправо. Первую петлю снимаем как кромочную, и прибавку я буду делать из протяжки. Набрасываю протяжку вот так на спицу и провязываю скрещенную лицевую петлю за заднюю стенку. И далее петли вяжем по узору. Мне необходимо по узору провязать 2 петли вместе лицевой петлей. И далее вяжем, соблюдая наш узор. В конце ряда мне необходимо по узору провязать 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку, и перед кромочной петлей я добавляю 1 петлю. Нахожу протяжку, накидываю ее на спицу вот таким образом и провязываю скрещенную лицевую петлю за переднюю стенку. И у меня получается прибавка с наклоном вправо. И последнюю петлю провязываем изнаночной петлей. Следующий изнаночный ряд вяжем без прибавок по узору. Провяжите его самостоятельно. В 6-м ряду снова делаю прибавку сразу после кромочной с наклоном влево. Снимаю кромочную петлю, нахожу протяжку, набрасываю ее на спицу и провязываю скрещенную лицевую петлю за заднюю стенку. У нас получается прибавка с наклоном влево. Далее вяжу по узору. И так вяжем до конца ряда, соблюдая узор. В конце ряда также соблюдаем узор. И перед кромочной петлей делаю прибавку. Нахожу протяжку. Набрасываю ее на спицу и провязываю скрещенную лицевую петлю за переднюю стенку. У меня получается прибавка с наклоном вправо. Последнюю петлю провязываем изнаночной петлей. Следующий изнаночный ряд вяжем без прибавок, провяжите его самостоятельно. Следующую прибавку делаем в 8-м ряду. В начале ряда делаем прибавку после кромочной петли. В конце ряда делаем прибавку перед кромочной петлей. И следующий изнаночный ряд 9 вяжем без прибавок по узору. Провяжите 8 и 9 ряд самостоятельно. С 10-го ряда начинаем делать прибавки в каждом ряду, и в лицевом, и в изнаночном. В лицевом ряду в начале ряда делаем прибавку с наклоном влево, первую петлю снимаем, набрасываем протяжку на спицу и провязываем скрещенную лицевую петлю за заднюю стенку. И далее вяжем, соблюдая узор. В конце ряда также вяжем, соблюдая узор. И перед кромочной петлей делаем прибавку. С этой стороны мы делаем прибавку с наклоном вправо. Находим протяжку, набрасываем ее на спицу и провязываем скрещенную лицевую петлю за переднюю стенку. Кромочную провязываем изнаночной. В 11-м ряду провязываем первую прибавку по изнаночной стороне. Кромочную петлю снимаем, набрасываем протяжку на спицу вот таким образом и провязываем скрещенную изнаночную петлю за переднюю стенку. Остальные петли вяжем по узору. Доходим до конца изнаночного ряда.
Перед кромочной находим протяжку. Набрасываем ее вот так на спицу и провязываем скрещенную изнаночную петлю за заднюю стенку. Последнюю петлю провязываем изнаночной петлей. В 12 ряду снова делаем прибавку, набрасываем протяжку на спицу и провязываем скрещенную лицевую петлю за заднюю стенку. Далее вяжем, соблюдая наш узор. В конце ряда делаем еще одну прибавку. Перед кромочной находим протяжку, набрасываем ее на спицу и провязываем скрещенную лицевую петлю за переднюю стенку. Последнюю петлю провязываем изнаночной петлей. Еще одну петлю мы добавили. 13 изнаночный ряд, делаем последнюю прибавку по изнаночной стороне. Кромочную снимаем, находим протяжку, набрасываем ее на спицу и провязываем скрещенную изнаночную петлю за переднюю стенку. Остальные петли провязываем по узору до конца ряда. В конце ряда делаем последнюю прибавку. Перед кромочной петлей находим протяжку, набрасываем ее на спицу вот таким образом и провязываем скрещенную изнаночную петлю за заднюю стенку. Вот так. Последнюю петлю провязываем изнаночной петлей. 14 ряд вяжем без прибавок, соблюдая узор до конца ряда. Дохожу до конца 14 ряда и последнюю кромочную петлю провязываю лицевой петлей. Все, росток мы с вами провязали. Я добавила на подрезы 8 петель. Осталось мне добавить еще 6 петель, буду добавлять их обычным способом, воздушными петлями. Вот так. Я добавляю 6 петель воздушных. Вот это петли рукава, я перенесла их на дополнительную спицу. И сейчас мне необходимо провязать петли переда. Так как я распустила 64 ряд, то мне его сейчас необходимо восстановить. Провязываю все петли по узору и постарайтесь несколько первых петелек провязать поплотнее. Довязываю петли переда, последнюю петлю провязываю лицевой петлей. Вот это на дополнительной спице у меня петли рукава второго. И в этом месте на подрезы мне необходимо набрать также 6 воздушных петель. Далее вяжем петли спинки, замыкаем наше вязание в круг. Если у вас начало ряда было с этой стороны, то здесь повесьте маркер начала ряда. У меня же начало ряда было с этой стороны. Поэтому мне сейчас необходимо провязать все петли спинки. Довязываю последние петли по спинке. И сейчас я вам покажу, как буду провязывать воздушные петли. Я всегда воздушные петли провязываю за задние стенки. Вот так. И вяжите осторожно, чтобы они у вас не распустились. Далее тело нашего изделия вяжем по кругу. Соблюдаем узор. И теперь у меня начало ряда будет вот в этом месте, потому что начало ряда у меня было вот здесь. Итак, я сейчас провяжу несколько рядов и покажу, что у меня получилось. Хотела провязать буквально пару рядочков, но так увлеклась, что провязала полный раппорт. Зато вы можете сейчас оценить, как ложится узор на подрезах. Вот так аккуратно у меня все получилось. Вот это спинка.
Это азиатский росток с подрезами. Видите, как росток аккуратненько, плавно переходит в подрезы. Вот этот раппорт, это у меня азиатский росток. Сейчас я его измерю. Примерно 3,5 сантиметра, ну, может быть, чуть-чуть побольше, да, примерно 3,5 сантиметра. Сейчас я померю росток по переду. Да, примерно 3,5 сантиметров получается росток. И вот так аккуратно у вас должно получиться. В описании под видео вы найдете все ссылки по вязанию этого изделия. Также я добавлю подсказки в правом верхнем углу экрана. В следующей части видео я вам покажу, как буду набирать петли из ростка. Вот здесь из кромочных подниму петли из подрезов, замкну вязание в круг и начну вязать рукава по кругу. Если вам понравилось вязать вместе со мной, то, пожалуйста, поддержите мой канал подпиской, лайком или комментарием.